Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам за то, что делитесь своим сокровенным. Для меня это очень ценно. Благодарю. Смотрим, девочки, внимательно слушаем. Помним, что вне зависимости от кого бы то ни было, от чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, любите себя, ищите себя, никогда не сдавайтесь. Вы, только вы, творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Кто ты для окружающих тебя людей? Для начала делаю вашу сигнификацию, девочки. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Интересное сочетание. Буду уточнять. Какие-то у вас тут то ли на пороге, то есть должны в скором времени какие-то произойти события, изменения в вашей жизни. И многие из вас переживают по этому поводу. Это может быть не обязательно что-то кардинальное, это может быть элементарно. Из отпуска должны выйти на работу, да, пример привожу. И тут как будто бы вы заранее вот готовитесь, то ли держать оборону, то ли, в принципе, свои какие-то отстаивать права, желания. Такое вот что-то как будто противостоять, да, наверное. Карта воительница тут с мечом, и это интеллект. Это как будто бы вы хотите как-то так выстраивать отношения для того, чтобы не потерять себя, при этом развиваться. Вот тут что-то такое. А подозрение, как будто бы очень много подводных камней. Вот даже вот с кем вы должны скоро то ли встретиться, то ли возобновить взаимоотношения, наладить, выстроить. Как будто бы там хватает токсичных людей, и по дьяволу очень много таких каких-то подводных течений, очень много нюансов, где вы можете, ну, скажем так, как будто не совсем вы чувствуете себя в своей тарелке, не совсем себя чувствуете комфортно, расслабленно. Тут как будто бы на чеку нужно быть постоянно. Уж не знаю, такая странная информация. Вот подумайте, чего это может касаться. Вот, может быть, встреча с кем бы то ни было. Опять вот какая-то ситуация над вами висит, как прям дамоклов этот меч. Так, тут какие-то новости. Причем я уточнила, карта ярость. Почему-то мне показывают вас. Вот тут карта, тут девушка. Карта называется Муза. Яркая, харизматичная, энергетически наполненная, красивая, ухоженная. Умеете к себе привлечь внимание, этот фокус внимания на себе удерживать. То есть с вами есть о чем поговорить. Вы можете поддержать любую беседу, быть интересным собеседником. Самая главная ваша фишка — это в умении, опять-таки, вот эта энергетика ваша, да, она какая-то такая яркая, солнечная, и вы умеете поддержать, зарядить этой энергией других людей. Оптимист. Тут у меня такая девушка, которая знает все эти женские хитрости, знает, когда нужно там подчеркнуть свои достоинства, как это сделать, на чем акцент сделать. Ухоженная. Знаете, что по одежке встречают. К счастью, к сожалению, но тоже. То есть владеете этими всеми техниками.
Но тут так интересно, как будто бы новости о вас именно, какому-то мужчину приводят в ярость. Вот для него это болезненно. Болезненно то ли отторжение, которое с вами произошло. Почему-то новости эти касаются то ли вашей семьи, если вы там замужем, может быть, там, уж не знаю. Почему-то вот мужчине как будто бы сообщают новости какому-то мужчине о вас и о вашем то ли семейном статусе. Тут все-таки аисты — это дети, семья, это может быть ваша стабильность какая-то. Вот. Тут что-то ему это не особо нравится, отторжение. Он вплоть до того, что даже не хочет эти вот, там начинает ему, может, рассказывать, тут карта письмо, а он даже может прерывать, ему неприятно это слышать, ярость какая-то. А в том числе, карта социум у меня тоже сюда отчасти вышла. Это, может быть, рассказывают о вашем там в социуме, не знаю, общении с кем бы то ни было, построении новых каких-то взаимоотношений. Как будто бы этому мужчине неприятно это слышать, уж не знаю. Неприятно — это не то слово. Ярость. Я до конца таки не поняла, почему. Тут кого вы вызываете такую ярость? У какого-то мужчины. А на самом деле, кстати, могут рассказывать там, что все у вас неплохо, все хорошо, да? Ну, вот так вот, как будто бы ему эти новости говорят. А на самом деле тут, ну, я не могу сказать, что у вас тут все в шоколаде, в ажуре. Вот эта карта говорит о том, что как минимум у вас на душе неспокойно, тут нет стабильности, тут, скорее всего, даже какие-то такие мысли, желание изменить свою жизнь, свое окружение. Тут у многих токсичное окружение уже длительное время. Как будто бы сама по себе вот такая вот открытая, яркая, позитивная, но люди, которые рядом, ну как вот, как вас вот, ну не буду говорить, с вас эту энергию вытягивают, но тут вот такое ощущение, могут там быть рядом люди, которые всем недовольны, раздражительны, в принципе, какие-то там жалобы, претензии. Тут или коллектив такой, или ваше ближайшее окружение. Это все сюда, девочки. Почему-то, более того, тут как будто показано, вот вы хотите, да, даже вот оставаться такой, какая вы есть, вот я говорю, в душе. Оптимист. В принципе, человек, который заряжает всех, повторюсь, этой энергией. Но вам приходится подчиняться вот, ну, может быть, даже правилам этого социума. Пока. Как будто пока вот будто бы вынуждены. А где-то отчасти, тут где-то это как ваша слабость даже. Показано, что в принципе могли бы изменить. Или попытаться изменить это окружение. Но тут еще вас, я думаю, многих как напрягает, это ваше ощущение того, что вот рядом с этими людьми, в этом окружении, карта мостик, выстраивать отношения, вернее, и свое будущее вот выстраивать, а вы не видите по черной кошке, как будто бы то, что, может быть, негласно предлагается вам, и в чем вы находитесь, капец вам, как это не нравится. По черной кошке это туман, неопределенность, и мало того, тут эта карта, она сродни как утопленник, повешенный карте. Тут токсично, дьявол, как будто бы вы говорите, боже мой, я вообще не уверена в своем будущем, и мне дискомфортно с этими людьми, которые рядом со мной находятся. Но при этом, при всем, почему-то как подчиняетесь. Подчиняетесь пока. Тут карта подчинения. Может быть, даже они в вас нуждаются. Вот тут тоже такое может быть своего рода как провокация. Они в вас нуждаются. Провокация, манипуляция. И вы идете по этому мостику вместе. Вы как будто продолжаете идти. Хотя, ну, я не могу сказать, что вы там видите радужные какие-то перспективы. Скорее наоборот. Ой, как эта сигнификация сегодня вышла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Кто вы для окружающих вас людей? Кем вы являетесь?
Кем вы являетесь для окружающих вас людей? Начинаем. Итак. Буду докладывать, уточнять. Абсолютно какая-то разношерстная, абсолютно разная какая-то информация. Все вместе собрать трудно. Может, как будто бы разные люди по-разному. Ну вот смотрите, вот тут у меня такой кусочек, вот прям вас видят женщина, у которой сейчас не очень простой период в жизни. Женщина, которая пытается, может быть, разобраться и до конца не знает, не уверена, как идти, в каком направлении. Как будто бы ищет подсказки даже, может быть, присматривается там к жизни одних людей, вторых, может быть, смотрит там, присматривается опять-таки. Ну, может быть, смена рода деятельности, может быть, даже партнеры, взаимодействие. Вот тут такой, как будто вас видят вот такой женщина, которая как стоит на каком-то, ну, не знаю, перекрестке. Ну, это так утрировано, конечно. Ну, где-то пытается разобраться, куда ей идти и как она себя будет чувствовать в этих новых каких-то реалиях, которые он там присматривает. При этом, на самом деле, эта карта лабиринта разума, она говорит о том, что на самом деле вы где-то уже знаете, понимаете, как вам нужно себя вести, куда вам нужно идти. Но почему-то ответ, он на поверхности, он вас не устраивает. Может быть, вы догадываетесь, в каком направлении вам нужно идти, развиваться, действовать, прикладывать усилия. Но пока вас может останавливать страх, неуверенность в том же завтрашнем дне, отсутствие этой зоны комфорта. По крайней мере, как будто по этой карте ответ на поверхности, он вам даже известен. Но вот почему-то вы не делаете эти шаги. Вот вас как будто бы что-то тормозит, останавливает. Тут так вот. И вот с этими картами, если подряд все прочесть, тут смотрите, карта крест, карта плод и карта букет. И вот эти карты. Плод это своеобразная, тут видите, карта, она из магической колоды. Тут такие специфические песочные часы, и тут ребеночек сидит, видите. Эта карта говорит о том, что вот сейчас время идет, этот песок сюда посыпется, и этому ребеночку, к сожалению, не выжить, не суждено. То есть чему-то родиться, не суждено чему-то быть. В данном контексте, вот если это все прочесть, то некоторые смотрят на вас и думают, она такая красивая, яркая по карте букет, цветущая, в принципе, может быть, женщина-праздник, нежная. Тут могут, в принципе, на вас смотреть, восторгаться вами. И при этом могут даже вот люди вот, могут даже вам говорить, ну почему ты там не сделаешь то и то, допустим, почему ты, может быть, не поменяешь там место работы. Или там даже некоторые могут со стороны умные советы давать, да, говорят там, ну, этот партнер тебе не подходит, или, ну, скажем так, какие-то такие вот советы, им кажется, что вы сами, в данном случае тут карта крест, как будто бы делая, по их мнению, ну, не совсем верный выбор в своей жизни, как будто бы где-то вы не раскрываетесь полностью, как будто бы ваш потенциал, он тут чуть ли не 50% раскрыт, а вам даны и внешние данные, и интеллект, все вам дано. И сами вы анализируете, вот как-то, может быть, ситуацию, смотрите и думаете,
правда, совсем же я и не глупая, там, и правда мужчины внимание обращают. А вот как будто бы что-то идет не так, не совсем так. А тут вот, ну, я это так считываю, это карта креста, это как судьба. Каждый из нас творит собственную судьбу, собственными какими-то поступками или тем, что не совершает этих самых поступков, которые тут уже, повторюсь, тут вы уже знаете, куда вам нужно идти, но почему-то вы, ну, как будто бы, это модное слово, да, прокрастинируете, можете заниматься абсолютно чем-то другим, хвататься за другие какие-то проекты, а тот самый, который нужно сделать, вы как будто то ли боитесь то ли ответственности, то ли страх перемен, страх неудачи, у каждого свое тут. При этом интересуетесь, при этом вас это у кого-то гложет, прям как изнутри, вот тут вот это как вот этот шар такой, вы всматриваетесь, даже подсказки какие-то ищете, может быть, думаете, Вселенная, дай мне подсказку, мне нужно, допустим, то делать или не нужно. Хоть вам будет 1000 подсказок давать Вселенная, но вы сами тут к чему-то не совсем готовы. Можете давать даже оправдание. Почему я не делаю тот самый заветный шаг? Почему? Ну, тут как-то так у меня проигрывается. Тут еще ситуация какая-то, информация. Вы для окружающих людей. Интересно, у кого-то могла проиграться ситуация в социуме. Допустим, это может быть в коллективе или с подругами. Да, ну, может быть, с родными людьми. В принципе, но это скорее не родные люди, это так вот, ну, да, может быть, коллектив или какой-то, где вы работаете или обучаетесь, в принципе, какие-то люди, с которыми вы пересекаетесь и какие-либо выстраиваете тут коммуникации. Тут мне такое ощущение, как будто бы вас могли обидеть. По этой карте очень часто незаслуженно обидеть, попытаться обидеть. При этом мне вот эта карта говорят о том, что вы вместо того, чтобы там, ну, знаете, я уж не знаю, там дальше эту ситуацию как-то раздувать, не знаю, как может быть, конфликтовать, там, точки над «и» пытаться выстроить, да, то как будто бы развернулись и ушли. При этом, да, вы сохранили свое какое-то ощущение собственного достоинства, но тут как будто незаслуженно вас обидели. Может быть, даже с молчаливого согласия какого-то социума. У кого-то такая ситуация могла проиграться. А тут девушка, которая уходит и показывает 5-ю точку. Ну, или средний палец, да, по-другому. И как будто бы вам вслед смотрит толпа. Тут толпа, ну, вообще в этой карте Монари эротическая, тут мужчина. Но я думаю, в данном контексте тут толпа каких-то людей вам вслед смотрят. Многие даже до конца не понимают, почему, не то, что почему вы развернулись и ушли, а что так можно было развернуться и уйти, и как она смогла уйти, и вообще почему, и зачем. Тут такое, как будто бы большинство этих людей, они не смогли бы так повести себя. То есть, или для них это, ну, допустим, их попытались обидеть, они там утерлись, сделали там выражение лица какое-то такое, как будто бы меня это не касается, и все. Продолжали бы, может быть, в этом каком-то сообществе, ну, так же как-то, хотел сказать, функционировать, да? Также общаться, также мило улыбаться. Тут такой, вот какая-то такая ситуация, тут какое-то что-то такое было. Вот вы для многих людей являетесь в данном конкретном вот, конкретный вот такой пример. Тут женщина, которая, может быть, не захотела какое-то такое терпеть отношение к ней, какие-то проявления, где вас незаслуженно обижают. При этом тут вполне возможно карта социум, знаете, тот случай, когда вы по-любому, ну, глупо каким-то дуракам что-то доказывать, да? Тут в данном случае, если вы хотели себя сохранить, ну, ощущение собственного достоинства, то как будто бы другого для себя вы и выхода не видели. Вот вас такой видят. Вот для многих вы такая женщина, которая, ну, имеет свои какие-то
Тут и ценности у вас четко выражены, вы знаете, в жизни, приоритеты, какие вы знаете также. Вы знаете, с чем вы будете мириться, с чем вы категорически не будете мириться, и не видите смысла даже в этом всем. Так, еще кем вы являетесь, да? Кто вы для окружающих людей? Вот эта первая карта говорит о том, что вас видят заботливой, доброй, женщина, которая обогреет, поддержит. Эта карта таки читается, поддержка высших сил. И тут видят вас мамочкой, такой очень ласковой, внимательной, заботливой. Опять-таки, ну, добрым человеком, светлым вас видят. Может быть, род деятельности у вас связан также с помощью. И вы в этом, ну, как будто бы неразрывно вот этот род деятельности, и вы в этом как рыба в воде. Как будто это ваше призвание, вот, да, такое вот что-то вот может быть. При этом тут интересно какое-то сочетание такое вот, финансы. Сейчас я буду уточнять. Понятно, вас могут видеть финансы, с одной стороны, материально стабильной, в принципе, ресурсной могут видеть. А вот эти вот тут карты говорят о том, что вас видит женщина, которая уже мало кому доверяет, кстати. Уже научилась, она, может быть, болезненный был опыт. Она же этот кинжал держит не за спиной, а перед собой, как будто показывает. Не нужно пытаться меня там, ну, уже не знаю, обмануть или пытаться мной проманипулировать, обидеть меня. Не нужно пытаться. У меня вот есть такое оружие, и тут как будто вот так из-под этих, из-под бровок так смотрите и говорите: я начеку, я слежу, я бдительна, как будто бы я умею себя защитить. Вот тут вот, в том числе свою какую-то, может быть, даже недвижимость, свою финансовую стабильность. Может быть, ну, не наивная девочка, которая там, ну, придет, вам кто-то расскажет какую-то историю жалостливую, и вы там отпишете свою трехкомнатную квартиру. Но я утрирую, но вы поняли. Вас видят такой уже женщины, которая, ну, мало кому верит, но при этом первая карта говорит о том, что на помощь придете. Но обманывать вас и пытаться на вас нажиться, ну, как будто не получится. Мудрость, мудрая. Видят вас женщина, которая уже может быть, вот эта мудрость, она такая уже, ну, скажем так, с горьким привкусом, да. Не на ровном месте вы мудрой стали. Может, видят вас люди, воспринимают женщины, которые не останавливаются в своем развитии, чему-то обучается, новые какие-то планы, перспективы, новые знания. Причем какие-то знания абсолютно могут быть разного рода, да. При этом вот так вот, если с этой картой читать, то вы, скорее всего, хотите эти знания, мудрость, как интегрировать карта сад. Может быть, в социуме занять свою какую-то нишу, может быть, ну, как реализация какая-то, раскрытие опять-таки потенциала именно вот в социуме, как раскрыться вы хотите. Для вас это очень важно. Вот тут так мне идет. Вот такой вас видят люди окружающие, вот такая вы для окружающих людей. При этом эта карта видит вас как цветочек. Женщина, которая, в принципе, знаете, как мне идет? Женщина, которая нуждается в каком-то очень заботливом, как это сказать, садовнике, который бы ее поливал, холил, лелеял. Вот такая, вы будете как цветочек расцветать. Да, все мы в таком, наверное, нуждаемся, садовники. Так, это было лирическое отступление. Так, что еще тут посмотреть, девочки? Ну, давайте посмотрим. Еще кто ты для окружающих тебя людей? Все-таки хочу по вот этим финансам, не совсем понимаю. Вы ресурсная тут. Чем? Финансы-то о чем? О чем это? Ну у кого-то может быть такая еще информация, да, женщина, которая в свое время, может быть, тут, с одной стороны, какое-то время пытались, может быть, заработать денег, какой-то
ну, не очень-то у вас получилось. Ну, может, не настолько, как бы вы хотели этого. Или какое-то материальное положение такое, ну, обрести, которое, ну, к которому вы стремились, вот как будто бы не совсем вы этого достигли. Но карта Лилия все равно желание получить деньги, может быть, эту материальную какую-то подушку такую присутствует. У кого-то, девочки, ну не все мы разные, но тут как будто бы могут еще говорить о том, что вы там пытались с каким-то мужчиной выстроить отношения, отчасти надеясь, ну, понятно, если мужчина ресурсный, что это улучшит ваше материальное положение. Но это тоже в прошлом, как будто бы какие-то вот выраз, как будто бы сценарии. Вот вас видят женщины, которая вот так пробовала, ну, материальное свое положение там улучшить. Потом почему-то думаешь, что вы при помощи вот какого-то мужчины, отчасти при помощи. Ну, тут не могу сказать, что вы там прям полностью вас видят меркантильной такой, знаете, или женщина, которая пыталась использовать мужчину. Нет, нет. Тут рядом карта Лилии. Это уже говорит, это чистота помыслов. То есть наряду с тем, что вот такая девочка, где-то даже ну, тут наивность какая-то, чистота намерений, повторюсь еще, доверчивость. Наряду с этим всем все равно есть какой-то мужчина, может быть, ну правда он материально был обеспеченный. Так вот почему-то вот говорят, что вот и вы с ним пытались какого-то материального положения достигнуть, но тут не получилось, не так, не так. И карта очищения. Может быть, вплоть до того, что эти какие-то сценарии, так как раньше, почему-то это касается материалки. У вас вот сейчас вы, будто бы это все как очищение. Ну, эти сценарии вам уже не подходят, вы уже не действуете по этим сценариям. Может быть, вот эта карта мудрость сейчас вот по-новому пытаетесь, применяя новые знания. Может быть, эти знания, опять-таки, вы хотите, ну, создать там новое свое какое-то дело, свое, ну, повторюсь, что-то как-то реализовать себя. Ну, отчасти заработав при этом денег, понятно. Ну, вот так вот тоже могут вас видеть. Так вот, вот вы для окружающих людей. В общем, какая-то такая неординарная личность, я бы сказала. Еще, кем вы являетесь для окружающих людей. Ну вот, смотрите, вас видят женщины, которая в свое время, может быть, давала шансы людям, которые не очень красиво в отношении вас себя вели. Это касается, может, и мужчин, да, шансы давали, допустим, тут как бумеранг, эти люди возвращались в вашу жизнь, а вы, может, прощали, при этом они могли, знаете, как-то токсично проявляться, тут карта унижения. Тут опять-таки, как незаслуженно вас обижали, а вы, может быть, прощали. Вот вас видит такой, как женщина, которая давала эти шансы людям, которые как бумеранг в ее жизнь возвращались. Вот тут такое. Но дальше идет карта, говорящая о том, что все, будто бы то ли вы эту как страничку перелистнули в своей жизни, в любом случае вы идете вверх, у вас тут какие-то ориентиры свои уже, и вы все равно видите и верите в лучшее. Карта парусник, как будто бы ждете, ожидаете, что в вашу жизнь ворвется что-то лучше, изменится, как будто открыты вы для этого. Карта инициатива, не просто ждете, тут и проявляете себя как-то. Может быть, попробовали одно, но не совсем пошло, пробуете другое. Как бы одни двери закрываются, другие всегда открываются. Да? Вот тут что-то такое про вас. Женщина позитив, женщина, которая не просто там в ожидании и не просто там повторяет как мантру там какие-то аффирмации, там, да, какие-то там, уже не знаю, посылы во Вселенную. А тут она прикладывает действительно усилия, повторюсь, может быть, это касается обучения, работы, в принципе, вот по жизни какая-то такая активная. Вот вас такой видят, вот такой вы являетесь для окружающих вас людей. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.